Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И это второе видео, в котором я отвечаю на ваши вопросы. В первом видео мы больше говорили об истории России, о эмиграции, о России в целом. Сегодня мы будем говорить о сложных моментах русского языка. То, что вы хотели узнать. Если вы еще не подписаны на этот YouTube-канал, то добро пожаловать в нашу дружную компанию. И сначала я хочу сказать большое спасибо людям, кто отвечал на комментарии, кто помогал разобраться в русском языке. И я хочу сказать спасибо, сейчас буду читать ники, хочу сказать спасибо South J89, Тедзуе, Тедзуе, не знаю, Янис Би 1061 и Юлиане Руфине. Спасибо вам большое, что вы отвечали на комментарии и помогали. Если я не ответила на ваш вопрос сегодня, то, может быть, ваш вопрос был в прошлом видео, или, может быть, я его пропустила случайно. Напишите в комментариях еще раз, и я обязательно отвечу. Простите, пожалуйста. Бывает, бывает. Так, а мы начинаем. И первый вопрос, забавный вопрос от Icy Snowman 2005. Почему у матросов нет вопросов? Море очень большое, и мы не знаем много о нем. Я обожаю эту фразу «у матросов нет вопросов». Ну, во-первых, она в рифму, и это уже весело. А во-вторых, у матросов нет вопросов, значит, можно идти работать, можно начинать работать, как матросы говорят. Все, работаем. И следующий вопрос от Энни. Как использовать «бы» точно, корректно? Как бы мне ответить на этот вопрос? Если бы я знала, как правильно ответить на этот вопрос. «Бы» — это гипотетическое действие. В разных языках гипотетические действия выражаются по-разному, логично. И в русском языке эту гипотетическость мы выражаем через «бы». Этимологически, исторически «бы» произошло от слова «быть», глагол «быть». И с частицей «бы» вы знаете, что нужно использовать прошедшее время, потому что гипотетические вещи, они не про настоящее время и не про будущее. В русском языке, кстати, мы называем настоящее время настоящим, потому что оно реальное. В русском языке настоящий — это синоним реального. В английском, например, present — это подарок или тот, который есть. В русском языке настоящий — это реальный. Например, настоящее золото или это настоящая Мона Лиза. Не фальшивка, не подделка, настоящая. Так вот, просто интересный факт. И с «бы» нам нужно прошедшее время, то, которое уже было, потому что мы не можем использовать настоящее, настоящее — это реальное, и будущее — это то, которое станет настоящим. Будущее время станет настоящим, станет тоже реальным, поэтому гипотетическое «бы» нужно использовать прошедшее время. Русское «бы» похоже на английское would, но похоже на английское would, но только в контексте гипотетическости. И еще одно интересное про «бы», раз мы начали говорить про «бы» тоже можно использовать с инфинитивами в таких очень мечтательных контекстах. Например, как я сказала, как бы мне объяснить эту тему? Куда бы мне поехать в отпуск? Что бы мне съесть такого бы вкусненького? Кого бы мне пригласить на день рождения? Это такой риторический вопрос, гипотетический вопрос, немного мечтательный вопрос. Надеюсь, надеюсь, я помогла. Вопрос от Клинта. Как использовать слово «вообще»? И клиенту правильно ответили, что можно использовать слово «вообще» как слово «паразит», и вообще можно его использовать вообще всегда, вообще в любой ситуации, вообще когда хочешь. Но можно добавить такую деталь. Давайте возьмем 3 фразы. Вообще, я не люблю пиццу. Или 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 вообще, я не люблю пиццу. Или
Я вообще не люблю пиццу или я не люблю пиццу вообще. Итак, в первом случае значение будет ближе к обычно, регулярно, фактически, как in general. А если слово вообще в середине или в конце, то оно будет значить полностью, 100%. Я вообще не люблю пиццу. То есть я вообще не буду есть пиццу, потому что она мне не нравится. Но это в таких, в негативных контекстах. Давайте посмотрим позитивные контексты, что-то приятное. Сегодня хорошая погода. Вообще, сегодня хорошая погода. Фактически, сегодня погода хорошая. Вообще, сегодня хорошая погода, я так думаю. Сегодня вообще хорошая погода. Сегодня погода супер, 100% хорошая погода. Вначале это более нейтрально, просто мнение, обычно, регулярно, а в середине и в конце это больше как же усиление. Но вообще люди используют это вообще всегда. Поэтому экспериментируйте, вам понравится. Следующий вопрос от Фла. 3368. Я никогда не понимал точно, что значит «же» и как его использовать. Тоже вопрос от Тони. Слова «же», «бы», «ли» очень хитрые для понимания, очень сложные, непростые. И Дженнифер спрашивает: я вообще уже запуталась о том, как и когда использовать «уж» кое-что не обозначают. Мы только что говорили про частицу «бы», сейчас будем говорить про частицы «же» и «уж». Вообще, я называю такие частицы специями. Можно готовить без специй, и тоже будет неплохо, тоже будет вкусно, тоже можно спокойно поесть. Но если вы добавляете немного интересных специй, то блюдо может полностью трансформироваться, вообще трансформироваться. Эти частицы же, уж, ведь, даже, все-таки, они добавляют больше перчинки, больше остроты в вашу речь. И без них можно. И если добавить слишком много специй, будет плохо. Если добавить слишком много перца чили, будет ужасно, будет очень остро. Поэтому, первое, не нужно думать, что если вы их не используете, то вы что-то теряете. Вы ничего не теряете, вы можете спокойно продолжать жить, говорить по-русски, как вам удобно, как вам комфортно. С другой стороны, во-вторых, вы их будете видеть всегда. Вы их будете видеть абсолютно вообще везде, вообще всегда. Поэтому давайте посмотрим, как использовать эти специи. Они должны быть рядом, желательно после слова, который вы хотите подчеркнуть. И здесь Янис в комментариях написал прекрасный пример, я просто процитирую. Ты мне это сказал. Нейтрально, все понятно, все супер. Ты же мне это сказал. Ты это сказал, не кто-то другой. Ты мне же это сказал. Мне, не кому-то другому, ни брату, ни сестре. Ты мне это же сказал. Это, а не что-то другое. Логично? И Дженнифер спрашивает про частицу «уж». И у частицы «уж» немного другое значение, больше сомнения, но вы знаете, что это как с настоящими специями. Ты можешь добавить перец на стейк, ты можешь добавить перец в шоколад. И тоже будет вкусно, тоже будет интересно и будет свой другой оттенок. Я делала вебинар про частицы, как их использовать, и там было не очень много информации, и я хочу этот вебинар доработать и сделать его более детальным, скажем так, добавить больше информации и больше примеров. Поэтому, если вам интересно, то этот вебинар и все другие будут в моей программе, в годовой программе, если вы хотите учить русский язык со мной в 2026 году, и вы готовы в течение целого года работать над своим русским языком без спринтов, без рывков, в очень спокойном, интеллигентном формате, то для вас есть ссылка в описании, и я буду вас ждать.
И еще был похожий вопрос от Леви, который хотел бы хотел бы видео, где были слова честно, постоянно, вообще, на самом деле, то есть, скорее всего, дальше, так далее же. У меня есть похожее видео, оно называется "Как обмануть всех", что ты знаешь русский язык, что-то такое. Там немного, да, там немного, есть этих фраз, но я согласна, тема интересная, и спасибо за идею. Так, следующий чат. Сколько времени у меня есть? Все время мира. Одна вещь, которая меня интересует, это не будь то и кое. Что-то, может быть, носители используют чаще, чем что-то другое, и какая разница между кое и то. И тоже был вопрос у Дженнифер про кое. Итак, у нас есть типичные слова-вопросы. Кто, где, когда, что, почему, зачем, откуда. Эти слова– это база. От этих слов очень много происходит других слов, но давайте остановимся на «не будь то и кое». Давайте возьмем для примера. Тебе кто-нибудь звонил, тебе кто-то звонил, тебе кое-кто звонил. Кто-нибудь, неважно кто. Это не будь, неважно кто. Например, ситуация. У меня была такая ситуация, когда я потеряла собаку. Я написала объявление, что я потеряла собаку. Вы видели эту собаку или нет? И потом я сидела у телефона и ждала, когда мне кто-нибудь позвонит. Мне не важно, кто это будет. Бабушка с соседней улицы или, не знаю, ребенок. Любой человек. Неважно кто. Мне важно, чтобы мне позвонили. Следующее. Тебе кто-то позвонил. Например, мама вам говорит: "Тебе кто-то звонил", но она не знает, кто это, или она не помнит, кто это. Тебе кто-то звонил, но я не знаю, кто это. Мгм. И кое-кто. Вот это "кое" используется очень редко, но потому что сам контекст не очень распространенный, потому что кое- это "я знаю, но я тебе не скажу". Тебе кое-кто звонил, мама говорит, знаете: "Ой, тебе кое-кто звонил?" "Кто?" "А вот я тебе не скажу, кое-кто тебе позвонил". Или "Я тебе кое-что купил". Это сюрприз, я тебе не буду говорить. Поэтому просто очень мало ситуаций, когда это кое мы используем в жизни, но кто-то, где-то, когда-то, м, когда-нибудь и так далее, кому-нибудь. Это используется очень часто. Если выбрать одно, то, мне кажется, то используют чаще, просто потому что не будь это намного более эмоционально. И даже в ситуации с собакой я могу сказать, я целый день сидела дома и ждала, когда мне кто-то позвонит. Я не знаю кто, но я хочу, чтобы этот человек мне позвонил и сказал про собаку. Следующий вопрос от Сальса Фокс. Я никогда не понимал то в контексте за то, что. Это просто, сейчас объясню. У нас есть предлоги, и часто с предлогами идут существительные. Например, о любви. О предлог любви существительное. Для мамы. Для предлог мама существительное. И так далее. А что делать в ситуации, если у нас есть предлог, а вот следующая часть- это не существительное, а конструкция, предложение или глагол? Что делать в этой ситуации? Для этого нам нужны местоимения. Местоимение- это вместо имени. Имя существительное и вместо имени существительного. То- это местоимение. Я хочу сказать спасибо за поздравление. Хочу сказать спасибо за подарок. А если мы хотим сказать не подарок, а целую фразу? Давайте. Я хочу сказать спасибо за то, что ты мне подарил что? Цветы, например. Или я хочу сказать спасибо за приятные слова.
хочу сказать спасибо за то, что ты мне всегда говоришь комплименты. Неприятная часть, что местоимение "то" тоже меняется. Давайте посмотрим. Например, мы вчера говорили о новом фильме. Мы вчера говорили о том, что мы посмотрели новый фильм. О том, предложенный падеж, посмотрели новый фильм. Или мы вчера не встретились из-за дождя. Дождь– существительное. Мы вчера не встретились из-за того, что шел дождь. Того– это местоимение «то» в родительном падеже. Ну и так далее. Удачи! Так, и последний вопрос от Лин. Я так запуталась в том, когда использовать нравится или люблю, нужно или должна. Если коротко, с людьми, которых вы любите, лучше говорить люблю. Потому что если вы скажете нравится, мне нравится мой муж. Это будет звучать немного странно. А с предметами, с неживыми существами можно говорить нравится гораздо спокойнее. Потому что если вы скажете, что вам нравится кофе, даже если вы сумасшедший фанат кофе и пьете кофе каждый, не знаю, каждый час, это будет звучать нормально, актуально. Но если вы скажете про какую-то вещь, которая Ох, такая, может быть, незначительная, что вы это любите, может звучать немного слишком эмоционально. Ну, например, а, я люблю это видео. Хорошо, очень приятно, конечно. Но обычно слово люблю для каких-то серьезных вещей. Ну вот родину тоже можно любить. Если так подумать, то слово люблю– это глагол. Значит, что мы будем что-то делать, какое-то действие. Я люблю, я субъект, и глагол я буду что-то делать. Мгм. А мне нравится это состояние. Что-то происходит, и я ничего с этим не должен делать. Например, если я говорю «я тебя люблю», это значит очень серьезно. Если я говорю «ты мне нравишься», ну, нравишься и ладно. Может быть, что-то можно с этим делать, а может быть, я буду просто дальше жить, и все, мне это просто нравится. Одно активное участие– это логично, что ты будешь что-то делать. Мне нравится более пассивный. Помните, что когда вы учите падежи и вы говорите про дательный падеж, то там всегда говорят непрямой реципиент. Дательный падеж– это кто-то делает что-то кому-то. Мгм. Это непрямой реципиент. И следующая часть вопроса, когда говорить «мне нужно» и «я должна», и «нужно», и «должна» звучит немного негативно, потому что, может быть, ты не хочешь это делать, правильно? Но ты должна, у тебя есть долг, тебе нужно что-то делать. «Мне нужно» что-то делать. От тебя тоже кто-то ждет, и ты в этом состоянии. Вот какой-то мир тебе говорит, что ты должна делать. Так, я думаю, что можно на сегодня закончить. Я ответила не на все вопросы, осталось еще столько же. И до встречи в следующем видео через несколько дней.